Привет, друзья! Вы на канале Kayabu TSA, он же KG Guns. Выпуск, о котором я намекал в своем телеграм-канале, ссылочка в описании, о суперпистолете, действительно суперпистолете, лучшем пистолете 2020 года, по мнению очень большого количества разных оружейных изданий. Итак, встречайте, Sig Sauer P320 X5 Legion собственной персоной. Перед тем, как я непосредственно приступлю к обзору, я хочу поблагодарить своих подписчиков, а также помощников канала, которые оформили подписку. И благодаря вам я уже успел, получив деньги, заказать кучу ништяков в США. Собственно, жду их и буду вас радовать обзорами. Потому очень большое спасибо. Всем остальным желающим помочь тоже буду благодарен. Но теперь непосредственно к обзору. Объектом нашего сегодняшнего обзора стал этот пистолет неспроста. Я очень долго ждал данную модель, не знаю, была ли она в Украине до сего момента, но компания Ствол сейчас его завезла. У меня появилась возможность, я хочу купить этот пистолет на клуб, возможность сегодня пострелять с ним один стрелковый день. Что, собственно, я и сделал. Потому, имея такой немалый опыт эксплуатации Sig Sauer P320, опять же, модернизируя его под свои нужды, я попробовал самые разные вариации данного пистолета и, в принципе, понял, что это такое. В руках у меня на американском сленге так называемый Race Gun. Это оружие, которое из коробки готово к стрельбе. Это конструктивно тот же самый Sig Sauer P320, но с рядом изменений. Изменения видны не сразу, но те, кто стреляет из Зига, сразу же их заметят. Первое, что бросается в глаза, это гораздо больший вес. Вот сейчас внизу кадра вы увидите массогабаритные характеристики данного пистолета, а также его прародителя. Это обычный Sig Sauer P320 со спуском нейтрон и покрытием. Я буду неоднократно обращаться к нему далее. Но про этот пистолет хочу рассказать более подробно. Во-первых, он чуть более габаритный, у него длиннее линия прицеливания. Как вы уже заметили, у него портированный затвор. Немножко больше габарит, если сравнивать со стандартным пистолетом. Он длиннее буквально на миллиметров 6 или 7, точно посмотрим спецификации. Также более длинный ствол. Рамка данного пистолета — это та же рамка, о которой я рассказывал в выпуске про CZ-P10F, сравнивая его с Sig Sauer P320. Это так называемый вольфрамовый модуль, пластик, который смешан с вольфрамом для получения веса. У этого пистолета установлен штатно. Также у этого пистолета установлены тяжелые направляющие возвратной пружины. Если я правильно понял перевод, пружины идентичны таковым у серии Colt 1911, следовательно, подбор пружин под ваш боеприпас будет более простым, нежели у штатного Зига. Двухсторонняя затворная задержка, это все понятно. Но интересное в другом. Пистолет оснащен уже штатно расширенной шахтой, а также металлическим магвелом, который легко снимается с помощью этого винта. В самой ручке установлен 46-граммовый вольфрамовый груз. То есть и без того тяжелая рамка становится еще тяжелее на 46 грамм, для того, чтобы этот пистолет имел больший вес неподвижных частей. Мы коснемся отдельно темы спуска, но пока еще поговорим о рамке. Зачем это делается? Зачем повышает массу неподвижных частей, уменьшая массу подвижных частей, при этом увеличивая линию прицеливания? Все дело в том, что, во-первых, меняется время открытия-закрытия затвора, меняется сам вектор отдачи. И вот при тяжелой рамке и относительно легком затворе, в конечном итоге при темповой стрельбе мы получаем меньший подброс передней части пистолета, что очень позитивно сказывается на возврате линии прицеливания и на поиске прицельной марки, то есть восстановлении картинки прицела, что для спортивного пистолета является приоритетом. Второй момент, который является... да, кстати, еще одно важное уточнение. Затвор, помимо того, что он длиннее и он портирован, имеет место для установки коллиматорного прицела. Винты расположены изнутри, потому они отсюда не видны. К примеру, как у Глока, вот у нас там 34-й валяется Глок, ну, там ему и место. Ладно, шучу, мы о нем поговорим позже. Сюда можно установить большое количество прицельных приспособлений. В основном это Sig Sauer и Romeo, там первый, второй. Но есть возможность через переходную плиту установить что угодно. Вплоть там Трижикон РМР или там что-то из этой серии. Симур какой-нибудь. Третьей немаловажной деталью после затвора и рамки является спуск. Спуск у данного пистолета гораздо легче, чем штатный. Он гораздо мягче. У него есть вот четко выраженный свободный ход.
Кстати, позиционирование пальца на спусковом крючке может быть самым разным, но вот в этом месте, кстати, он, обратите внимание, имеет отверстие. В этом месте наиболее четко прослеживается его работа. Он имеет широкую поверхность, потому контроль положения пальца на данном спусковом крючке оптимален. Вот очень близок, я даже не знаю, как это вам правильно описать. Вот представьте себе Glock, его зевовские спуски, но без автоматического предохранителя. Вот ощущения такие. Но тем не менее он мягкий и имеет четко нарастающие усилия, которые позволяют дозировать его правильно, тем самым делая беспроблемной стрельбу на дальнее расстояние, как для пистолета. То есть 40-50 метров грудная мишень поражается здесь вот практически вот так. Также, возвращаясь к теме рамки, я совершенно забыл отметить, очень выраженная насечка, такая неплохая технология, которая почти не требует дополнительного стиплинга. Пистолет очень плотно сидит в руке, особенно при извлечении. В момент извлечения и подхвата вот эта часть практически цепляется. Потому когда мы пистолет выхватываем, он настолько плотно садится в руке, что не требует никаких перекладываний при быстром извлечении. И все, как бы хват сформирован. Дальше пистолет никуда не девается, не скользит. А как мы понимаем, при темповой стрельбе пистолет, находясь в руке, ну скажем так, по-народному брыкается, а данный стиплинг эти паразитные движения уменьшают за счет более плотного прилегания к руке. Что еще интересного у данного пистолета? Во-первых, мы все знаем, что это зигзауэр, следовательно, разбирается он очень просто. Если мы посмотрим ближе на возвратную пружину, как я и говорил ранее, вот она. Вот такая толстая, тяжелая направляющая. Материал изготовления я не знаю, возможно и вольфрам. Ствол имеет более толстый контур, нежели штатный. Если мы посмотрим на штатный зигзауэр. Ствол имеет более толстый контур. Следовательно, он менее чувствителен к перегреву, потому что в спортивных соревнованиях вполне себе возможно, что перегрев ствола возможен, и пистолет нагревается до такой степени, что даже иногда больно формировать качественный хват. Теперь, что касается самого блока ударно-спускового механизма, в принципе, здесь все стандартно по отношению к штатному обычному пистолету Zigzauer P320. Главное отличие — это в форме и типе спускового крючка. Все. Кстати, обратите внимание, длина рамки практически идентична. Но у легионовской рамки более выражен бобровый хвост, также по площади, что позволяет еще более плотно обхватывать пистолетную ручку. Надо сказать, что легионовский затвор спокойно встает на штатную рамку. Мы получаем чуть-чуть более длинный пистолет. Если не ошибаюсь, обычный X5, не легион, вот приблизительно похожую конструкцию имеет. И, соответственно, на легионовскую рамку спокойно встает штатный затвор. Что я хочу сказать этим видео? Как мы видим, специалисты из компании Zigzauer, очень точно понимая суть спортивного оружия, сделали пистолет, так называемый Ready to Race, прямо из коробки. Пистолет не требует практически никаких дополнительных элементов тюнинга, ну, наверное, за исключением кнопки сброса магазина. В принципе, я ее как раз из США и заказал. Спасибо, опять же, за счет поддержки помощников канала. Потом посмотрим, как это все будет работать. А в остальном абсолютно самодостаточный спортивный образец. Я хочу сказать, что имея большой опыт эксплуатации пистолета CZ Shadow 2, для меня это по-прежнему является лучший курковый пистолет. Могу с уверенностью заметить, что по силе отдачи Zigzauer X5 Legion близок к CZ Shadow 2. Надо опять же таки сказать, что он не стал CZ Shadow 2, он не настолько точно позволяет обрабатывать спуск, он не настолько точно позволяет позиционировать прицельное, потому что, ну, по ряду причин он такой более толстый, CZ что ли более вычурный, более тонкий и более обхватистый, особенно вот в этой части. У Зига здесь достаточно широкая эта планка. CZ позволяет же, вот видите, у меня мозоль здесь есть, позволяет вот этим мозолем, цепляясь за рамку, более сильно зажимать пистолет. То есть Зиг чуть более размазан в хвате, чем CZ. Но как страйкер, это, наверное, лучший спортивный страйкер из коробки. Итак, самое главное, тогда для чего же нужен этот пистолет? Данное изделие предназначено для спортсменов, которые стреляют в практической стрельбе в трех классах. Это Production Optic, это стандартный класс и это чистый продакшн.
Для продакшена у него немножко неподходящая шахта, которую легко для продакшена у него немножко неподходящая шахта, которая легко снимается, а штатное расширение позволяет достаточно быстро перезаряжаться и без таковой. То есть, если мы говорим о продакшене, если мы, к примеру, говорим о CZ Shadow 2, вам придется каждый раз в первом положении стартовать со спущенным курком. Тем самым первый выстрел часто может быть проблемой. Если мы же стреляем из страйкера, особенно из этого, у нас никаких проблем в этом нет, потому что и первый выстрел, и все последующие будут одинаковы по усилию. Чисто ментально это помогает спортсмену настроиться на матч и не отвлекаться на упражнение, на такую вещь, как первый выстрел. Ничего потом впоследствии не догоняя, не переживая о попадании, особенно если там первое, например, начинается со сложной мишени, со штрафной мишенью рядом и так далее. То есть он дарит абсолютное спокойствие только за счет того, что это страйкер. Если мы говорим о стандартном классе, здесь еще можно докинуть несколько интересных вещей, таких как стопор, хенд-стоппер, который ставится вместо вот этого рычага, еще дополнительный грузик и так далее, и можно получить очень стабильный страйкер прямо из коробки. И, конечно, Production Optics, то же самое, что касается, те же самые моменты, которые касаются и продакшена, но с возможностью установки коллиматорного прицела. В общем, спасибо досмотревшим этот обзор. Я опять же еще раз хочу поблагодарить всех помощников канала, а для особо внимательных предусмотрен отдельный бонус в конце. Ну и куда этому пластиковому говну до лучших пистолетов в мире? Вот так вот, не всем дано.